Всем привет! Друзья, с вами опять я, Тортик, и сегодня я подготовил 10 советов по Raven Down, которые помогут быстрее освоиться, может быть узнать что-то новое в данной игре, или банально не накосячить с выбором в прокачке. Поехали! Первое. Если вы только начали играть и не знаете, с чего начать, мой ответ будет: собирайте все, что можно собрать. Деревья, руду, чтобы не покупать ресурсы в будущем, а сохранить серебро. Ресурсы так или иначе придется где-то брать, потому что наверняка вы захотите поставить свой дом, комнату в нем, улучшить дом, а на это потребуются ресурсы и Raven Crest эмблемы. Один из способов получить эмблемы — это скрафтить любой предмет, любой профессии. За данное действие дается по одной эмблеме. Сразу расскажу про архетипы. На 7-м вам откроется возможность взять вторую ветку, на 20-м третью. До 20-го вы можете бесплатно сбрасывать ветки, пробовать разные комбинации архетипов, стат-атрибутов. Как прокачаете все 3 ветки до 20 уровня, сбрасывайте ту, которая вам меньше всего нужна, и берите следующую. Но помните, сбросив архетип, вы станете слабее. Это нужно для того, чтобы открывать скиллы стат-поинта за прокачанные неактивные ветки. С 1 по 30 уровень архетипа вы получаете по одному скилл-поинту за каждые 10 уровней. И начиная с 31 уровня по одному скилл-поинту за каждые 5 уровней. Атрибуты с 1 по 20 уровень по одному поинту за каждые 4 левела, с 21 по 40 за каждые 3 левела, с 41 по 60 по одному атрибуту за каждые 2 левела и с 61 по 2 стат-поинта каждый уровень. В игре есть система карточек. Бустеры с карточками покупаются в магазине за 300 эссенций. Эссенции добываются игровым путем, бустеры открываются в окне Raven Cards, паки. Чтобы вставить карточку в скилл, в окне архетипов переключаем ползунок. Второе. Как заработать первое серебро? Гарантированный способ — это собирательство. Как я упоминал выше, только начали играть, видите 3 дерева, которые стоят рядом, и нету мобов, срубите эти деревья. Бревна пригодятся. Копайте руду, с прокачанной профессией, конечно же, выгода от добычи ресурсов будет выше. Даже можно рыбачить, а рыбу продавать НПСу, который стоит в доках. Перевозка трейд-паков. Иногда таким способом можно быстро заработать буквально за час до 200 тысяч серебра. Но там есть нюансы, я делал видео по трейд-пакам, можете с ним ознакомиться. Сейчас, к сожалению, в перевозках большая конкуренция, поэтому не все так радужно, нужно подбирать момент для перевозок. Про убийство мобов, как минимум поначалу, один из самых неприбыльных занятий. Коротко по огороду. Всегда старайтесь задействовать ваш земельный участок. Сажайте поначалу картошечку, плюшек, свинюшек, что доступно по левелу и финансам. Пусть даже это не приносит выгоды, но огород будет давать опыт, будет качаться профессия, и со временем это даст свои плоды. Четвертый совет: если скопилась куча мусора с монстров, что с этим делать? На этот случай есть NPC вендор, отображаемый на карте как коллектор. Он скупает весь этот мусор. Однако бывают предметы, которые встречаются редко, но они встречаются. Поэтому, если предмет в единственном числе, на всякий случай проверьте его на маркете. Может быть, этот предмет стоит значительно больше. Предметы с припиской в описании Cosmetic Material — это предметы для квестов на открытие внешки. Как правило, все эти предметы дешевые. Коллектор такие предметы не покупает, я их в банк скидываю, может быть, когда-нибудь открою, займусь квестами на внешку. Все остальное используется в крафте. Пятый пункт: откуда взять первого маунта, телегу, корабль? Ответ прост: все это вам дадут за выполнение квестов. Квестов в игре очень много, они могут быть сложные, долгие, но не стоит их торопиться выполнить или бросать. Играйте в своем темпе, игра в принципе долгая. Шестое: про маркет, рынок, аукцион. Начну с расходки. Печеньки и выбивка, в общем, все, что дает временные бонусы, не забывайте их покупать. Стоит недорого, а дают ощутимые бонусы. Сладости, мешочки для МОА, увеличивающие связь с ездовым маунтом. Стоят хороших денег, для новичков и игроков среднего уровня я рекомендую их продавать. На данный момент самые простые у меня на сервере по 1000 серебра. И в то же время покупайте еду для маунта. Стоит такая еда копейки, но дает бонусы и утоляет голод для МОА. Сытая МОА качается сама по себе, если мы на ней ездим. Поиск товаров: если товар не сортируется по тиру, например, на данный момент нельзя отсортировать МОА по тиру в фильтре, то в таком случае можно сортировать по качеству.
Это также работает с расходниками. Еще можно размещать ордера на покупку, но работает это кривовато. Иногда предмет есть в наличии по той же цене или даже дешевле, чем в размещенных ордерах на покупку. Поэтому стоит перепроверять. 7. Таргетинг. Захватывать цель проще всего через таб. В настройках игры можно менять дальность захвата, но это зависит от вашего билда. Дальше не значит лучше, советую поэкспериментировать и найти оптимальную дистанцию под ваш билд. Полезно знать, цель можно инспектировать, зажав Shift плюс любой клик по цели. Показывает в логах чата информацию: имя персонажа, архетипы, эффективный уровень, легаси уровень. Это все супер важно, если намечается PvP, чтобы понимать, кто против вас. Через Ctrl плюс клик раскрывается контекстное меню, где можно атаковать, лечить, торговать, приглашать в группу, следовать за целью, копировать имя и так далее. Battle List или окно группы можно настраивать. Выбирать, что будет отображаться в окне, особенно удобно при PvP, чтобы быстро распознавать ПКшников, игроков, которые везут трейд-паки. Можно отобразить только свою группу. Также есть сортировка по количеству жизней, уровню, имени, дальности на уменьшение или увеличение данных показателей. Еще добавлю, что можно перемещаться, кликая по миникарте, но если есть возвышенность или переход уровней, перемещение по карте не сработает. В общем, это не всегда удобно. Интерфейс и горячие клавиши. Можно переназначать активные кнопки на панели скиллов, просто кликнув правой кнопкой по ним. В настройках, включив опцию изменения UI, можно полностью под себя изменить расположение интерфейса. Если что-то не получилось, просто сбросьте настройки. Здесь же упомяну о кнопках на миникарте. Щит. По дефолту означает, что вы даже не хотите атаковать в ответ. То есть, если на вас напал игрок, вы даже не сможете дать сдачи. Если выбрать меч, вы сможете атаковать других игроков в ответ, если они на вас нападут. Но из-за этого вас не пустят в город какое-то время. Поэтому подумайте, стоит ли включать данную опцию. И черепок. Тут, думаю, понятно, черепок означает, что вы свободно можете атаковать других игроков, если в регионе конфликт или вы в море. Далее иконка дома. Если вы в пределах своего огорода, участка, то, кликнув на иконку дома, откроется интерфейс взаимодействия с огородом. Тут вы можете заниматься фермерством, разводить животных, также строить и улучшать дом. Если вы за пределами своего участка, то откроется окно, где показано, сколько осталось времени до созревания ваших посевов. Есть кнопка телепорта в дом с перезарядкой в 30 минут и маркер, где располагается ваш участок. Battle List, Quest Tracker, по ним все понятно, банально скрывает или включает отображение Battle листа и квестов соответственно. Приближение и уменьшение карты, раздел каналы, можно сменить канал, но нужно находиться в безопасной зоне. И телепорт в город. Время перезарядки 4 часа. Бонусы за репутацию. Не торопитесь тратить очки репутации. Вначале поиграйте какое-то время, определитесь, на чем вы бы хотели акцентировать свою деятельность в игре, дважды подумайте, то есть пассивок за репутацию вам действительно стоит выбрать, и только потом берите. Сейчас их сбросить нельзя, и я вот понабрал фигни, поэтому мой прогресс замедлился. И последнее, журнал. Это очень важно, в данной игре журнал это не просто отображение вашего прогресса для галочки, так как по мере выполнения квестов в регионах, на островах, вы будете получать репутацию, которая будет открывать прогресс к новым квестам, новым местам, в секретной локации и даже к неписям, которые будут продавать вам ценные, уникальные предметы. Короче говоря, обязательно к ознакомлению. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, всем успехов, всем пока.